Здравствуйте, друзья! Это «Вестник Кавказа», и мы, как всегда, с Кириллом Немоляевым и Гия Саралидзе говорим о главных событиях в мире футбола. Конечно, хочется начать с того, что российский сезон, уже по-настоящему российский сезон футбольный стартовал. Стартовал он матчами Кубка России, и, конечно же, очень интересно было, как сыграет Махачкалинский Анжи, обновленный, с людьми, которые знаковыми для футбола, как Роберто Карлос, который попал в основной состав Анжи, и вышел на поле в 1/8 финала Кубка России. Анжи-Зенит. Игрался, кстати, этот матч на стадионе в Грозном, потому что Герман Чистяков, генеральный директор Анжи, сказал о том, что они пытаются все-таки привести в порядок поле Махачкалинского стадиона. Сейчас какие-то работы проведены, и они боялись его испортить. Поэтому матч был перенесен в Грозный. Надо сказать, что матч оправдал ожидания. Очень интересный матч, очень, может быть, там такого футбола яркого и по исполнительскому мастерству яркого не было. Но была борьба, был настоящий кубковый матч, счет 3-2, «Зенит» победил. Причем там сначала повел 1-0, потом сравняли махачкалинцы 1-1, потом 2-1, 3-1. До последнего боролись футболисты Анжи. На 90-й минуте забили второй матч, 3-2. Ну, в общем, настоящая кубковая игра. Конечно, там интересно было посмотреть на то, как себя проявит Роберто Карлос. Он вышел, играл на левой бровке, на своем месте. И надо сказать, что пока на этой же бровке был Быстров у «Зенита», в общем, Карлосу очень тяжело приходилось, он практически не мог подключаться в атаку, единственное, там заполнился исполнением штрафного, но после того, как Быстров получил травму, стало полегче Карлосу, но не полегче стало Анжи. Вообще, как ты воспринял вот это открытие сезона, вообще как ты относишься к этому соревнованию, Кубку России? Потому что есть всякие, по этому поводу мнения. Очень некоторые считают, что он потерял в своей такой значимости. По сравнению с Кубком СССР он, естественно, потерял в своей значимости, потому что даже наши с тобой любимые тбилисцы, обладатели Кубка СССР, впоследствии обладатели Кубка Кубков. И, в общем, выиграв Кубок СССР, можно было заявить громко на международной арене. Мне кажется, что сейчас команды не так мобилизованы, не так стремятся. И, в общем, конечно, это не Кубок Содружества, но, в общем, соревнования, где можно позволить себе выставить, соревнования, которым можно пожертвовать. Скажем так, в определенную ситуацию. Интересно, что этот матч он не упоминал. Я согласен с тобой в общей оценке, но вот именно этот матч все-таки был очень серьезный. Но одно только то, что в первом тайме два игрока покинули поле из-за травм и не смогли продолжить. Причем основной это у махачкалинцев Жоао Карлос, новый бразилец, которого взяли, и Быстров, игрок основного. Может быть, это связано еще с качеством газона и поля вообще, потому что я сейчас слушал, как Гия говорит, что стадион, играли не на своем стадионе. И вообще такое ощущение, что это неплохая идея, особенно для наших будущих чемпионатов, выбирать какой-то один город, где, в принципе, приличная погода, и проводить там весь тур. То есть, с утра до ночи, не с утра, так в 2 дня, чтобы люди бесконечно играли. От газона ничего не останется, хочу тебе сказать. Неважно. Какой бы хороший он ни был. На один тур. То есть выбрать 30 городов? В следующий, в другой город. Нет, Кирилл, где, в общем, неплохая обстановка чисто по природные условия. Потому что, конечно, рассчитывать на то, что сейчас у нас будут поля, и они, синтетика, так это, в общем, она прогрессирует как таковая, то есть она становится иной, но все равно живую травку, это все-таки цифра, живая травка, аналоговая, что-то настоящее, это никогда не заменит, мне кажется. Скажи еще по поводу этого матча и по поводу ожиданий. Очень многие ждали, как себя проявит Роберто Карлос. Да. С одной стороны, понятно, почему ждали, с другой стороны, как можно ожидать, что человек, который там 2 недели находится в команде, вдруг там сделает игру? В этом возрасте люди все теряют в одном, теряют, конечно, в скорости. Поэтому вряд ли Быстров, даже исходя из его фамилии, человек такой шустрый. Фамилию он оправдывает. Наверное, стоит от Роберто Карлоса скорее ждать штрафных.
Потому что тут люди могут и до старости. Один раз не побояться, как-то размахнуться и ударить. Здесь, конечно, это одно из таких противостояний. Из фланговых игроков, ну, кто еще может повозить Карлоса? Посмотрим. Ну, а Бестров один из тех, кто, в общем, на это способен. Люди поколения Карлоса, конечно, набирают форму медленней, наверное, может быть, точнее распределяют силы, уже знают, что может, что нельзя, поэтому о его влиянии на отечественный футбол можно будет судить, я думаю, через несколько туров. Пока рано, он действительно только 2 недели, но тут главное не сломаться в первых играх, чтобы как-то мы могли на него посмотреть. Ну, с другой стороны, вот победа «Зенита», она дарит уже в начале сезона очень интересную интригу, потому что «Зенит» в следующей стадии Кубка России будет играть с ЦСКА. Противостояние очень такое знаковое, и вряд ли болельщики этих двух клубов дадут возможность командам подойти к этому спустя рукава. Как бы не относиться к Кубку России. Спустя рукава, на мой взгляд, к Кубку России подходит в ситуации, когда команда сильно, скажем так, когда нужно играть на нескольких фронтах, когда есть чем жертвовать. Пока фронт один. Ну и у ЦСКА, у «Зенита» есть Лига Европы. Все-таки мы поговорим в следующей части нашей программы об этом. Напомню, что в студии «Вестника Кавказа» Гия Саралидзе и Кирилл Немоляев, и мы говорим о самом интересном, что произошло за эту прошедшую неделю в футболе.